Авторитет из ДНР убит в Москве. Единороссы судят за кражу денег СВОшников. А под Новгородом десятки тысяч людей остались без света. Это новости в воздух на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Армен Саркисян, на которого утром 3 февраля было совершено покушение, скончался в больнице, не приходя в сознание. Напомню, Саркисян пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Взрывное устройство было заложено в холле дома. В результате взрыва на месте скончался один из охранников Саркисяна. Армен Саркисян в Украине был известен как Армен Горловский. Местные СМИ называют его криминальным авторитетом, близким к Виктору Януковичу. В 2014 году Саркисян стал активным участником сепаратистского движения на юго-востоке Украины. В 2022 году он основал батальон «Арбат», то есть армянский батальон, который стал частью международной бригады «Пятнашка». В 2023 году «Арбат» официально вошел в состав Минобороны Российской Федерации. В Украине Саркисян был объявлен в розыск. Как пишет телеграм-канал «Низыгорь», рассматриваются две основные версии его убийства. Разборки между этническими ОПГ, ведущими борьбу за наркотрафик через Донбасс, или же заказное убийство, инспирированное украинскими спецслужбами. Следком завел уголовное дело по статьям покушения на убийство 2 и более лиц, убийство 2 лиц с общеопасным способом и незаконный оборот оружия. В Брянской области депутаты «Единоросса» судят за мошенничество. Причем целью своих махинаций он избрал участников так называемой СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Владимир Реук за деньги обещал военным госнаграды, выплаты за несуществующие ранения и освобождение от службы. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что задержали политика еще в июле. Теперь же дело передано в суд. Реук избрался депутатом от «Единой России» в 2019 году. После начала полномасштабной войны возил на фронт гуманитарную помощь. В 2023 году Путин наградил его медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Однако весь этот репутационный капитал единорос растратил, замахнувшись на так называемую новую элиту. Ему не дали избежать наказания, уйдя на войну. Как пишет издание «Брянские новости», Реук подписал контракт с Минобороны прямо перед задержанием. Но следователи не позволили ему отправиться на фронт. Более 22,5 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества в результате сильного снегопада. По данным региональных коммунальщиков, авария затронула 556 населенных пунктов. На ликвидацию последствий направлено почти сотни ремонтных бригад. Просить помощи пришлось даже в других регионах – в Карелии, в Вологодской и в Псковской областях. Тем не менее, сроки, когда подача электричества может быть восстановлена, до сих пор не уточняются. В пермском Кунгуре до 73 человек возросло количество отравившихся шаурмой. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на Минздрав Пермского края. В ведомстве уточнили, что 66 пострадавшим потребовалась госпитализация, в том числе 24 детям. Я напомню, инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 января. Тогда за медицинской помощью после посещения кафе «Шаурма Космос» обратились более 30 человек. Само кафе закрыли, его владелец задержан. Илон Маск заявил, что Дональд Трамп согласился полностью закрыть агентство USAID, крупнейшего мирового донора, через который в прошлом году прошло более 40% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой ООН. Мы в процессе ликвидации USAID. Оно не подлежит восстановлению. Это не червивое яблоко, а просто комок червей. Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего. Маск также обвинил организацию в поддержке разработок биооружия, в том числе COVID-19. Правда, доказательств предоставить не смог. Американские СМИ пишут, что более 600 сотрудников USAID уже получили распоряжение не выходить на работу. Официальный сайт агентства отключен с 1 февраля, а его аккаунт в соцсети X удален. На этом фоне Еврокомиссия заявила о выделении дополнительных 3 миллионов евро российским и белорусским журналистам в изгнании. Соответствующее сообщение появилось на сайте Еврокомиссии. И, наконец, к хорошим новостям. В подмосковной Балашихе при тушении пожара в жилом доме спасли 10 карликовых свинок. Также из горящего дома эвакуировали 10 человек, в том числе 2 детей. Эту историю прокомментировали в Мособлпожспасе, я цитирую. Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи и мини-пиги, которых разводила хозяйка жилья. Огнеборцы провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу. Конец цитаты. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Смотрите другие интересные видео на нашем канале, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь в YouTube. А если YouTube работает плохо, то подписывайтесь в Телеграме. Вы видите ссылку сейчас у себя на экране, или же можете найти ее в описании к этому видео. Берегите себя, все будет хорошо, а я прощаюсь с вами.